Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о Константине Эрнсте, Елене Малышевой и последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Доблестной команде Никиты Михалкова удалось одержать очередную победу над преступностью и коррупцией в мире российского шоу-бизнеса. Накануне в Центральном суде города Москвы завершились два судебных дела против генерального директора Первого канала Константина Эрнста и известной телеведущей Елены Малышевой. Судебные дела начались еще несколько месяцев назад, и данные негативные элементы российского шоу-бизнеса обвинялись по ряду тяжких преступлений. В частности, Константину Эрнсту было выдвинуто обвинение в устройстве заказного преступления против антикоррупционного комитета и финансовом мошенничестве в особо крупном размере, а Елене Малышевой обвинение в непрофессиональном лечении, которое привело к летальному исходу среди многих известных людей и ведение незаконного медицинского бизнеса на территории Российской Федерации. Помимо антикоррупционного комитета на Елену Малышеву подали в суд семьи известных артистов Олега Басилашвили и Александра Ширвинда. Отметим, что оба известных актера в разное время проходили лечение в медицинской клинике Елены Малышевой. У Олега Басилашвили это привело к резкому ухудшению состояния здоровья, а для Александра Ширвинда все сложилось летально. Известный актер ушел из жизни 15 марта текущего года. Стало известно, что причиной столь трагических происшествий стала непрофессиональная деятельность Елены Малышевой, которая для лечения известных актеров применяла медицинские препараты, которые были не сертифицированы и не прошли контроль качества. Рассмотрев все обстоятельства дела, Московский суд города Москвы принял следующее решение: приговорить Елену Малышеву к 3,5 годам исправительных работ, а также запретить известной телеведущей заниматься своей профессиональной медицинской деятельностью на протяжении 15 лет. Помимо этого, Елена Васильевна Малышева должна будет выплатить моральный и материальный ущерб семьям актеров Олега Басилашвили и Александра Ширвинда. Против Константина Эрнста в связи с тяжкими преступлениями против антикоррупционного комитета было принято более жесткое решение: отстранить генерального директора Первого канала от занимаемой должности, арестовать все банковские счета Константина Эрнста на территории Российской Федерации, дальнего и ближнего зарубежья, приговорить Константина Эрнста к 7,5 годам исправительных работ. В ближайшие месяцы Константин Львович должен провести в следственном изоляторе города Москвы до окончательного решения Центрального суда города Москвы. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Пресс-служба команды Никиты Михалкова сообщает печальную новость из мира российского шоу-бизнеса. Известный советский и российский артист и дрессировщик кошек Юрий Куклачев оказался в больнице с диагнозом обширный инфаркт. Трагедия произошла во время празднования 75-летнего юбилея известного артиста. В Москве арестовали правнучку легендарного летчика Чкалова. Причина ареста – оправдание терроризма. 37-летняя женщина в своих социальных аккаунтах опубликовала посты, которые оправдывают противозаконные действия. Родственнице легендарного летчика грозит до 20 лет лишения свободы. Заявку о вступлении в антикоррупционный комитет подал известный российский актер Михаил Пореченков. Заявление артиста находится на рассмотрении. Организация Никиты Михалкова активно расширяет свою деятельность. За последнее время филиалы антикоррупционного комитета были созданы в городах Красноярске и Ижевске. К сожалению, печальные новости. Лечащие врачи назвали состояние известного певца и члена комитета Льва Лещенко критическим.
Легендарный артист после нападения уже третью неделю находится в реанимации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.